Доброго здоровьячка, хунту и хунтубары. Мы из Украины. Во-первых, не могу не упомянуть того факта, что сегодня праздник парней и девчат из ССО. И то, что большинство из нас о них мало что слышат, лишние доказательства того, что работают они чисто. Враги о них рассказать не могут уже, а друзья молчат по другой причине. Но о наших потерях мы молчать не будем. В конце ролика помянем Глеба Бабича. Мы были с ним знакомы не только виртуально, и от этого на душе еще тяжелее. У него было очень мягкое, вкрадчивое, душевное рукопожатие, стеснительный взгляд при редчайшей гениальности. Мы теряем лучших, поэтому сами должны стать лучше. Но наши обсоседи пока продолжают верить, что им судьба улыбнется и подарит стиралку и белый «Жигуль» одновременно. Глупцы, они все уже давно на карандаше у ССО. В Брянской области тамошнее командование формирует сводное подразделение разведывательный батальон добровольцев под названием «Брянский партизан». Уже смешно. Планируется использовать его для выполнения задач по прикрытию государственной границы, а в дальнейшем, после доподготовки и слаживания, привлечь к так называемой СВО на территории Украины. Пока набирается аж на 1,5 роты. На Бахмутском направлении для уплотнения боевых порядков непосредственно на передовых позициях командование войск противника развернуло 4 так называемых стрелковых батальона мобилизационного резерва. Район Триполье, Владимировка и Стряповка. По словам самых мобилизованных, батальоны отчасти недоукомплектованные. По всем признакам у противника явные сложности с использованием способных на рейд за стиралками подразделений на вспомогательных участках линии фронта. Уже затыкают дыры наловленными бомбастскими мобиками, мягко говоря, с сомнительным уровнем боеспособности. Из-за неудовлетворительных темпов формирования в ЗВО резервного 3-го АК, населенный пункт Мулино, в местный гарнизон прибыла инспекционная комиссия во главе с целым еще генералом армии Салюковым, которая, надо думать, будет на месте определять те проблемы, которые мешают командованию этого армейского корпуса в конце концов доукомплектовать АК нужным количеством патернетов и приступить непосредственно к процессу слаживания его частей и подразделений. Российское командование, я так понимаю, вводит на целом ряде участков фронта тотальную донбассизацию войны. На поиск унитазов массированно гонят кормильцев всея Украины, как и положено, действовать высшим ослабонителем по отношению к местным унтерменшам. Ради крепости их немного разбавляют сбродом из разнообразных ЧВК. Именно с этой тенденцией связана последняя активизация войск противника на Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Своих собственных витязей путинские дженералы, я так понимаю, придерживают для другого, более важного для них дела. А вот сегодня российские нелюди массово сообщают, что якобы ЗСУ из «Хаймарсов» нанесли удар по колонии во временно оккупированной Еленовке, где содержались пленные украинские военные, в том числе из состава полка «Азов». Я бросал в Телеграм видео оттуда. Русские просто пытаются скрыть свои преступления. Прежде всего, каждый выстрел «Хаймарс» четко фиксируется от времени пуска до локации попадания. Такими обвинениями россияне только подставляют себя же на эшафот. Но таковы требования кремлевской пропаганды. Далее. ЗСУ наносят удар высокоточно по месту, где содержатся украинские же пленные? Что за дикий бред? Кто в это вообще поверит, кроме выживших из ума потребителей прокисшего информационного фастфуда? Очевидно, что россияне попытались скрыть свои преступления, которые они творили все это время, чтобы замести следы, и был нанесен удар по колонии. Ждем дополнительной информации, но просто хочу напомнить, что в ближайшее время в Херсонской области у ЗСУ вполне мог бы появиться масштабный обменный фонд пленных РОВ. Теперь же он может и не появиться. Оценим общий расклад. Россияне верят, что надолго захватила Луганскую область и целится на всю Донецкую. Что-то меняет. С военной точки зрения, пусть рассказывают военные аналитики, я могу только сказать, что изгибы линии фронта, светящие карманами и грозящие котлами, которых наши, слава богу, раз за разом избегали, мне абсолютно не нравились. Теперь фронт ровнее, а это значит, что для создания новых карманов РФ придется снова пробивать головой стену. А голова от этого крепче не становится. С политической точки зрения Путин может принять решение о проведении многострадального референдума о вхождении Луганской республики в РФУ, например, 11 сентября в так называемый «единый день голосования». Вот только ноль совсем рядом. И склады на оккупированных территориях будут салютовать все так же интенсивно. И вряд ли до сентября на этих самых территориях настанут тишь да благодать. Конечно, шизанутым нет предела, и можно побросать туалетную бумагу в урны и в таких условиях,
Ну, как-то неаккуратненько получится. К тому же братья по разуму из ДНР все еще далеки от поглощения путем разрушения всей Донецкой области. И наверняка в Кремле хотели бы провести 2 референдума в одном. Но я думаю, что к 11 сентября фронт будет двигаться совсем в другом направлении. Поэтому нынешнее их состояние под Бахмутом пока лишь повод для слюнявых реляций с российских телеэкранов, и не более того. Пусть Путин считает, что вот эти медленные прогрызания зубами бетона – это то, что ему нужно. Напомню, что у нас стоит задача победить, но так, чтобы Путин не сделал резких движений. Перефразируя поговорку, если крысу бросить в кипяток, она выпрыгнет. Если опустить в теплую воду и медленно довести до кипения, она сварится. Так что придется водить крысу медленно, потихоньку перемалывая российское вооружение до уровня кремниевых ружей и палок-бросалок, стачивая крысе зубы до состояния, когда будет неважно, сколько там нарожают бабы, если баборожденным воевать будет нечем. Верю, что так и будет. Верю в ЗСУ, но не верю в банкующих. Самый главный бонеутик сейчас на верхушке славы. На самой верхушке. Выше он не прыгнет уже при всем желании. И все эти фотосессии призваны просто забить нам всем баки. Когда нам говорят, что мы не целевая аудитория, я горько ухмыляюсь. Как бы нам ни стать разменной монетой в этих игрищах за их власть. Не ищите логику в действиях Владимира Зеленского. Логика там не больше, чем в смене программ на экране телевизора, пульт от которого друг у друга отнимают дети с целью каждому включить свое. То, что на частных фигура крайне ведомая, и что сейчас он пребывает под жестким влиянием Ермака, говорилось давно. Меньше обсуждалось, чем именно Ермак удерживает Зеленского. А удерживает он его старой фобией, если не считать накопленного компромата. Зеленский страшно боится Петра Порошенко. Тут нужно понимать. До 1 января 1919 года Зеленский и Порошенко были представителями не то что разных весовых категорий, а разных галактик. Порошенко на тот момент был политиком со стажем и миллиардером. Зеленский тоже человек не бедный, однако реальность была такова, что за деньги Порошенко Зеленский готов был перед ним отплясывать, кривляться и веселить вульгарными анекдотами, а не наоборот. Для Зеленского Порошенко всегда был одним из сильных мира сего и остается им до сих пор. Вопреки ожиданиям, после проигрыша на выборах Порошенко из политики не ушел, и это создало для Зеленского серьезный дискомфорт. Вот тут-то тогдашний глава офиса президента Андрей Богдан и начал культивировать в Зеленском фобию, мол, Порошенко тебе никогда не простит, он отомстит обязательно, и месть его будет страшна. Фобию продолжил активно культивировать Андрей Ермак и даже несколько перестарался. После того, как фан-клуб Порошенко после проваленного суда над ним прошел колонной по центру Киева до офиса президента, Зеленский на короткое время впал в депрессию и заговорил об отставке, пока не поздно. Фобия живая поныне. Сейчас она даже недалека от истины. Петр Алексеевич всегда умел создавать себе имидж этакого доброго дядюшки, хозяйственного и радушного. Однако за этой маской прячется крайне жесткий руководитель, умеющий выжимать результат и не терпящий, когда становится у него на пути. А окружение Зеленского успело сделать Порошенко еще более циничным и безжалостным. Суды, допросы, массовка под окнами, аресты картин. Такое обозлит любого. Играя на страхе Зеленского перед Порошенко, Ермак мог обеспечить себе монопольное влияние на президента и установить полный контроль. Но на горе Ермака у Зеленского приключилась еще одна фобия. Он стал панически бояться россиян. Зеленский прекрасно осознает, насколько он сейчас зависим от Запада и от ЗСУ. Кстати, передаю горячий привет российским ТГ-каналам, которые старательно разносят сплетню о конфликте между АП и генералом Залужным и о якобы скорой отставке Залужного. В реальности все наоборот. Военные, то есть Залужный, Шаптала, Муженко и командующие группировок все чаще показывают зубы в ответ на попытки ОП ими руководить. Это бесит Ермака. А вот Зеленский относится к военной фронте весьма спокойно. Видимо, он хорошо запомнил, как в первую неделю вторжения возле него не оказалось ни Ермака, ни Баканова, ни Тимошенко. Зато на местах были генералы Залужный и Шаптала. Мести Путина Зеленский боится панически. Он прекрасно понимает, что, оказав сопротивление Кремлю, он бросил ему вызов. Теперь он боится проиграть войну, уверен, что Путин найдет его везде. Еще Зеленский боится покушения. Он до сих пор верует во всесилие российского спецназа.
Страх перед Москвой делает с Зеленским страшные вещи, которые совершенно не устраивают Ермака. Во-первых, Крошка Цахис проявляет слишком много лояльности к генералам. Во-вторых, он стал крайне податлив перед Западом. Зеленский знает, что он кровно зависим от оружия и финансовой помощи Запада, а дипломаты Британии и США давно разгадали эту фобию президента Украины, Джонсон, в пример, и вдохновенно ею пользуются. Ситуация в украинской политике беспрецедентна. Все зависит от борьбы фобий в мозгу президента страны. И будущее страны напрямую зависит от того, какая из фобий окажется сильніє. А що в мене є? Та все. Ти навіть не уявляєш. Кажеш, війна несе. Що ти бачиш, коли стріляєш? Те, що я бачу в приціл, не є картиною світу, бо яка в тебе ціль, таке ти сплатиш мито. Ось я бороню своє, плачу своїм і собою. Що там у мене є на 400 метрів бою? Люди, що люблять, бісяться, ненавидять і байдужі. Гострий уламок місяця, що лежить у калюжі. Тихе слово «люблю» не сказане, бо не на часі. Небо із кришталю, а скрізь пролітає трасер. Червоний колір піску на дуже потертих берцях. Куля на ланцюжку, що влучила мимо серця. Мій портал – телефон в країни і краєвиди. Зброя, мов фараон, бо взята із піраміди. Вода у руслі окопів, як дельта у Амазонки. Париж, ресторан, Європа у м'ятій банці тушонки. Арабська кава шифром життя у залізній кружці. На броніку римські цифри, група на тонкій смужці. Американський жовт та шприць втамування болю. Китайський приймач, захриплий, як голос у моторолі. Налипка смішна, кіл-біл. На боці у автомата. Німецький нічний приціл, що везли з села в Карпатах. Пластмасовий білий хрест, дитячий святий малюнок. В навушниках Queen The Best. На карті пустий рахунок. Постійно голодний пес, живий оберіг для ВОПу. Турботливі СМС, купуйте квитки в Європу. Проклюнеться, мов трава, проміж попси у новинах, що десь там війна, бува. І хтось там, бува, загинув. Ось так живемо, братан. І все як у всіх, і вдосталь. Спокійні, як ураган, якусь там епоху поспіль. Живучі, немов щури біля нори просто неба. Щоб знати правила гри, суддею бути не треба. Ти кажеш, що бачив світ, а я бачив більше за тебе. Те, що весь бруд, весь піт – це тільки стежка по небу. Все буде, чи тут, чи десь, бо доля вона строката, а світ вміщається весь на дні рюкзака солдата. Гліб Бабіч, 31 жовтня 2020 року.